Наш приятель – рыбак с многолетним стажем. Удить рыбу он всегда ездит на одно и то же, прикормленное годами место. Почти каждые выходные его можно встретить с удочкой на пруду, он даже график прикорма рыбы составил и старается его придерживаться. В очередной визит на пруд он заметил в воде собаку. Щенок стоял в воде и не шевелился, на голос и присутствие человека также не реагировал. Приятель щенка из воды вытащил, тот, только оказавшись на руках у человека, показал реакцию, пошевелил хвостом, но на этом все. О рыбаке-приятелю пришлось забыть, ведь не бросишь же мокрую и явно больную собаку возле пруда. Вскоре пес был аккуратно помещен в машину, а наш приятель отправился на поиски ближайшего ветеринара. Врачи сразу сказали, что собака истощена и слишком слаба для любых манипуляций, также они определили, что она ничего не слышит и скорее всего слепа. По мнению врачей, псу было около полугода, но по своим размерам он больше походил на трехмесячного щенка. Ветеринар предположил, что щенок отставал в развитии, а хозяева вместо того, чтобы заниматься его лечением, просто перестали его кормить или выгнали из дома. Малыша назвали Гарри, врачи настаивали, что некоторое время ему нужно провести в стационаре, поэтому приятель оставил его в клинике. Неделю врачи стабилизировали состояние собаки, вводя ему лекарства внутривенно. Немало времени ушло и на полноценное обследование. Пес был крайне слабым, он не мог встать на лапы. Давал о себе знать и стресс, собака грызла все, что встречалось на ее пути, поэтому врачи не оставляли в его клетке даже мысок. Складывалось впечатление, что прежние хозяева кормили пса крайне скудно и нерегулярно. Постепенно Гарри начал поправляться, через неделю он даже смог встать на лапы и простоять немного, тогда как раньше практически сразу падал. Постепенно к Гарри начало возвращаться зрение, теперь его взгляд уже понемногу фокусируется на предметах. Врачи говорят, что щенок начал различать силуэты и тени. Постепенно восстанавливается и слух. Пес начал слышать, когда его зовут, и обращает внимание на разговоры рядом с ним. Врачи не обещают полного исцеления, но при правильном уходе и должной заботе Гарри сможет жить полноценной жизнью. Хочется надеяться, что это произойдет как можно скорее.